Всем привет, на канале Александр Эмбрес. Сегодня чиним 224D, который долетался. Для начала полностью разберем сие чудо техники и посмотрим, какие детали остались в живых. Кнопка у нас как бы с механическими повреждениями, но работает исправно. Давайте открутим заднюю часть корпуса электрики. Задняя крышка и пыльник целые. Теперь нам необходимо снять щеткой-держатель. Для этого берем вот эту вот пружинку, сдергиваем ее со щеточки, за проводок аккуратно поднимаем щетку над коллектором, то же самое делаем со второй. После этих несложных манипуляций на щеткой-держатель необходимо поставить в центральное положение, вот так вот, и просто сдернуть. Когда щетки не давят на коллектор, можно откручивать корпус электрики от корпуса механики. Ну и, естественно, вскрывать все это дело. А перед тем, как продолжить, хочу порекомендовать вам канал про ковку настоящих рыцарских доспехов. Мастер искусно делает латные ноги по средневековым картинам. Этот стиль доспеха называется Кастенбруст. Он был распространен в средневековой Германии. Если вам нравится средневековая тематика, рыцари, ковка, да и вообще в целом работа по металлу, то канал вам однозначно зайдет. Ссылка на видео про ковку латных ног, кусок из которого вы только что видели, находится в описании. Обязательно переходим по ней, смотрим, ставим лайк, подписываемся, ну и конечно же передаем от меня привет. Думаю, ни для кого не секрет, что вот эта часть корпуса пойдет под замену. Поэтому берем мелкую отвертку и убираем проводочки. Вслед за проводами снимем контактные пластины с помощью маленькой плоской отвертки. Всовываем плоскую отвертку вот сюда и выщелкиваем контакт. Затем с другой стороны выщелкиваем просто крепеж. Контактная пластина снята. То же самое со второй. После того, как обе пластины сняты, берем наш воздухозаборник и достаем. Сняв его, мы получаем доступ к статору. Откручиваем два вот этих шурупа и достаем статор. Открутили и берем в руки суперинструмент, который нам поможет достать статор. Эта штука у нас пустая, поэтому давайте откручивать якорь. Он держится на двух болтах. Ну вот и осталось всего лишь раскурочить механику. Давайте для начала снимем переключатель режимов. Как я уже многократно повторял, это делается очень просто. Затем разберем патрончик. Разбирать, кстати говоря, в таком состоянии патрон неудобно, потому что вот эта штука слабо нажимается. Ну это так, к слову. Сняли стопорное колечко. Сняли просто колечко. Потом сняли еще одно стопорное колечко. Пыльник. Круглую железку. Достали шарик. Держатель шарика с пружинкой. И смотрим сюда. Оказывается, передняя часть вообще пошла вся трещиной. Круто. Ладно, хватит любоваться. Надо брать магнит. И вот таким вот макаром выщелкивать наши бочонки. Их тут 4 штучки. Именно на них держится вот эта вот передняя штука. Когда все бочонки сняты, можно вот таким макаром легко разобрать всю механику, которая прям в руках разваливается. Весело капец. Не могу не предложить вам полюбоваться вот на эту красотищу. Прям клево. Ладно. Разбираем механику. Снимаем нашу растровую втулочку. Берем наш вал переключения. Берем, что не достается. Ничего себе. Ох. Ужас какой. И будем снимать скобу, которая держит наш пьяный подшипник в корпусе. Опа-на. Оба-на.
сразу не отходя от кассы, смотрим сюда. Алюминиевый-то корпус у нас тоже поломатый. О, видите, торчит кусок алюминия, вот шевелится. Вот как раз он и мешал мне вал переключения снимать. Негодник ты такой, а? Ну да ладно. Берем большую красивую плоскую отвертку и выщелкиваем. Вот так вот. Теперь будем пытаться достать пьяный подшипник. С учетом того, что здесь корпус торчит, не факт, что это получится очень просто. А, не, смотри, нормально достался. Все окей. Так, ладно, это тоже в мусорку. Давайте посмотрим в последний раз вот на этот корпус. А именно вот сюда вот, обратите внимание. Тут стоит блокада вала, которую тоже переломала малость. Короче говоря, вот это тоже в мусорку. Так, и вот это вот тоже в мусорку. Так, остановите меня кто-нибудь, а то сейчас перфоратор не из чего будет собирать. Ладно, шутки шутками, разбираем дальше. Промвал в идеальном состоянии, ровно как и подшипник переключения. Скоба опять же в идеальном состоянии. Пружина, упор, ведомая шестерня и игольчатый подшипник. Хорошо все. Так, ударный болт даже не расклепан. Внутри нашей растровой втулочки, точнее ее наконечника, виднеются практически новые шлицы. Судя по всему, перфоратор проработал не очень долго. Боек в хорошем состоянии, даже резинка в адекватном. Но резинку я по традиции поменяю. Теперь давайте достанем из нашей растровой трубы уловитель ударного болта. Для этого нам понадобится плоская отвертка и чуть-чуть сноровки. Достаем стопорное колечко. Вот примерно вот так вот. После того, как стопорное кольцо снято, достаем его и достаем уловитель ударного болта. Ну вот мы разобрали, в принципе, все, что нам необходимо было разобрать. Давайте чистить все деталюхи, ну и, естественно, смотреть, что конкретно под замену. Меняем корпус. И вы не поверите, корпус. Помимо этого договорились с владельцем о замене кнопочки, которая тоже малость плоховато себя чувствует. У меня есть бэушная, опять же, от того же донора, поэтому проблем с деталюхами не испытываю. Ну и, конечно же, повторюсь, меняем резинку на байке. Остается только собрать и пересмазать. Да, кстати, забыл сказать, в корпусе доноре сразу имеется блокировка и игольчатые подшипники. Предлагаю начать сборку с установки статора в корпус электрики. Берем наш статор, на который одеты дросселя, прицеливаемся. Вот примерно так. Вставляем, насколько это нам позволяет, корпус вручную, а затем берем супер-мега-инструмент и помогаем статору влезть в нужное место. Вот и все. Статор стоит на месте. После этого его можно прикручивать. После того, как статер установлен, можно брать наши контактные пластины и устанавливать их на место. Наша задача попасть мамкой в папку на статоре и вот здесь вот попасть защелочкой. То же самое со второй. Вложим шильдик, выложим воздухозаборник и отложим эту часть корпуса в сторонку. Теперь будем собирать механическую часть. Для начала приготовим нашу гильзу к установке. Как всегда, берем густой смазочки и накладываем вот таким макаром. Это мы делаем для того, чтобы при установке пальца наши кольца не шурудили туда-сюда. Короче, для удобства сборки. Заменили старое колечко на байке на новое, и можно устанавливать боек внутрь гильзы, предварительно смазав всю эту красотищу.
Теперь давайте подготовим к установке пьяный подшипник. Мазюкаем изнутри. Устанавливаем игольчатый подшипник. Мазюкаем еще раз. Устанавливаем ведомую шестерню. После этого можно устанавливать пружину с платформой. Затем можно брать алюминиевый корпус и устанавливать в него заблаговременно подготовленные блоки. Смазываем место под пьяным подшипником и устанавливаем гильзу с пьяным подшипником. Вот так. После этого нам остается зафиксировать наш подшипник с помощью вот этой скобы в корпусе. Для установки скобы нам понадобится плоская отвертка. Мазюкнули эту красотищу и отставим в сторонку. Давайте возьмем наш вал переключения и оденем на него скобу. Вот так вот. После этого можно вот так вот взять и вставить. Красота. Мазюкаем нижнюю часть уловителя ударного болта, ставим маленькую резиночку, затем берем среднюю часть ударного болта, мазюкаем, ставим резиночку, совмещаем эти две деталюшки, ставим ударный болт, ну и, естественно, накрываем все это дело верхней частью. Вот наш ударный болт и собран. Временно установим наконечник для удобства. И будем устанавливать наш собранный ударный болт внутрь растровой. Всовываем ударный болт, а вслед за ним стопорное колечко. Просунули вручную, насколько это в принципе возможно, и берем в руки плоскую тонкую отверточку, которой защелкнем стопорку. Проверяем, защелкнули ли мы стопорное колечко в паз с обеих сторон. После чего берем плоскую отверточку, берем молоточек и дубасим пару раз сверху, для того, чтобы убедиться, что стопорное кольцо стало хорошо. После проверки можно брать нашу растровую и устанавливать на механику. Остается лишь пересмазать и накрыть верхним корпусом. Да, кстати, не забываем про колечко. Устанавливаем его и, повторюсь, ставим верхний корпус. После этих несложных манипуляций давайте поустанавливаем наши бачки. И приступим к сборке патрона. Берем пружинку, ставим пластинку, в нее вкидываем наш шарик, затем накрываем вот этой пластинкой потолще, ставим корпус и ставим стопорное колечко. Установили стопорное колечко, ставим обычное колечко и устанавливаем еще одно стопорное колечко. Остается надеть пыльник. Теперь приступим к установке нашего якоря. Точно, тоже забыл вам, товарищи дорогие, сказать. Этот аппарат упал с многоэтажного дома. Пишите в комментариях свои предположения, с какого конкретно этажа он летел. В конце видео правильный ответ будет. После установки якоря берем нашу резиночку, которая здесь идет с кромочкой, устанавливаем и, как всегда, немножечко лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. Теперь давайте ставить корпус электрики. Не забываем установить воздухозаборник. Теперь установим переключатель режимов. Для этого необходимо поставить в нужное положение нашу скобу переключения. Ну и, естественно, приступить к установке. Устанавливается переключатель очень просто. Теперь возьмем наши заблаговременно почищенные шахты и вставим в них наши щеточки. После этого подключим мамки к щеткодержателям. Ну вот и пришло время ставить наш блок реверса. Ставим пружинки в центральное положение, вот так вот, и надавливаем. Вот и все. После этого берем маленькую плоскую отверточку и просто ставим пружинки на место. Остается установить проводочки.
поставить нераздолбанную кнопку включения. Ну, естественно, все это дело подключить и завести нормально провода. Как всегда убедились, что ничего нигде не торчит и ничего ничему не мешает, после чего можно накрывать крышкой. Ну вот мы наш чудо техники дособирали, поэтому давайте проверять. Для начала режим сверления. В одну сторону, во вторую. Сверление с ударом. Супер. Просто удар. Лучше, чем новый. Ну и теперь, внимание, ответ. Моторесурс данного перфоратора составил 10 этажей свободного падения. Ну, в целом, неплохо, наверное. Пишите в комментариях. Ну, а я надеюсь, что вы крепко держите свой инструмент. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Ну и хватит. Точно! Чуть самое главное не забыл. Он же без съемного патрона. О!